Всем доброго утра, друзья мои. Я сегодня хочу подарить ритуал всем под названием «Отвести беду». Если у вас в жизни происходят страшные вещи, понятное дело, что вы сами не в силах это все убрать, исправить, спасти себя, свою семью и прочее. Вам нужно будет обращаться к человеку, который в этом понимает. Это всегда было и будет. Но как выиграть время, если вы не нашли сразу такого человека, или у вас нет пока такой возможности обращаться, или вы находитесь в таком месте, что нужно что-то сделать, быстро принять решение. Ну, например, скажем, вам грозятся, вы боитесь, спать боитесь ночью, вы находитесь одна где-то, и вы в опасности в данный момент. Либо вы живете с человеком, который вас просто терроризирует, уничтожает, издевается над вами. И у вас нет выхода, вы не знаете, как выйти из этой ситуации быстро. Или вы боитесь в данный момент, или против вас травля на работе, и вы понимаете, что вот-вот на днях вас вызовут, могут уволить, и от этого зависит ваша карьера. Или вы переживаете за своего ребенка, он куда-то пропал, делся, и вы не можете его найти. Или вы ждете его с пути, и у вас какая-то тревога внутри. Или у вас муж работает, может, в органах, или служит, или профессиональный военнослужащий и так далее. Ситуации бывают разные, когда нужно отвести беду от себя и от своих родных. Что делать в этот момент, когда нету выхода? В древнеармянских поверьях считалось, что граната – это кровь земли. Вот почему я иногда прошу привезти мне гранату. Когда человек ко мне приезжает, очищаться или что, я говорю, что нужно взять с собой гранату. Как откупиться, откупление вместо своей крови отдать кровь гранат, то есть кровь земли. Здесь не очень спелая граната, но это не имеет такого значения, поскольку я сейчас в данный момент вас обучаю, показываю, что надо делать. Если у вас нет свечи восковой и нет черной ткани, то возьмите просто гранат. Купите фрукт, гранату. И проведите этот ритуал. Черная сила, темная сила, она сразу отступит. Почему? Потому что в древние времена, когда хотели, чтобы темная сила отступила, то выжимали сок граната, либо разрезали фрукт, относили и оставляли на перекрестках, возле деревьев, лили иногда в воду этот гранатовый сок. Считалось, что вместо своей крови отдают кровь гранаты. Отсюда и традиция, например, гранатовым соком, поить рожениц, потому что они восстанавливаются быстрее. То есть от них ушла энергия, сила, и вот энергия граната, она помогает восстановиться. Некоторые ученые говорят, что сок гранаты, настоящий сок, да, обладает почти тем же генетическим кодом, что и человеческая кровь. От многих болезней рекомендуют после восстановления, после операции гранату. Так что это не новость, что в ней есть нечто такое, что дает силу, энергию. Поскольку черная сила приходит забрать вашу силу, вашу энергию, я уже вам объясняла, что они питаются отрицательными эмоциями. Для того, чтобы они все время питались вами, все время вас жрали, они должны создавать постоянно ситуации безысходности, отчаяния и прочее. Вы этими эмоциями отрицательными будете их кормить. И в конце концов они вас будут добивать. До того, пока вы сопротивляться уже не сможете, и вам будет уже все равно. Это называется апатия, это называется суицидальные мысли и прочее, прочее. Но вот чтобы до этого не дошло, чтобы тучи
рассеялись, убрались, и жизнь стала приходить в норму, хотя бы выиграть время, хотя бы на время убрать эти все, значит, страшные трудности из своей жизни, хотя бы в этот момент спасти себя, своего мужа, своего ребенка и прочее, прочее, даже свое имущество, проведите этот ритуал. Найдете черную ткань и, значит, обычную восковую свечу, можно церковную, это не имеет особого значения. Прекрасно. Не найдете, найдите просто фрукт. И все. И проведите этот ритуал. И любая травля, любое состояние, любое какое-то состояние опасности, страха внутреннего, паники и так далее, сразу отступит. Потому что духи узнают вот этот древний ритуал. Таким образом, их на время успокаивали, то есть заменяли свою боль, свою энергию, болью, энергией, кровью граната. Поскольку гранат это считалось священный фрукт богов. И считалось, что самая сильная жертва для черной силы это граната. Что лучше, чем граната, уже и не придумать, что отдать можно им. Это практически отдать как бы кровь земли вместо своей крови. Итак, разрезайте гранату. Вот так, значит, ложите на тарелку и читаете 3 раза. О, черная сила, ты хочешь моей крови, ты пришла за моей болью. Не кромсай мое сердце. Не собирай тучи черные над моей головой. Не собирай врагов вокруг меня. Не грози мне бедами, не ищи моей погибели. Заклинаю тебя силами вечными. Прими в жертву вместо меня кровь земли, гранату. Вот тебе гранатовая кровь, вместо моей крови. И отступись, отстань, сгинь. Пусть вместо моей крови кровь граната льется, а беда отступит. Примите жертву, черные силы. Тучи рассейтесь, беды отступитесь. Кровью земли уплочена. Моя кровь выкуплена от черных сил. Я спасена. Свечи догорят или свеча догорит, а беда отступит. Свершилось. Прочитаю еще раз. О, черная сила, ты хочешь моей крови, ты пришла за моей болью. Не кромсай мое сердце. Не собирай тучи черные над моей головой. Не собирай врагов вокруг меня. Не грози мне бедами. Не ищи моей погибели. Заклинаю тебя силами вечными. Прими в жертву вместо меня кровь земли, гранату. Вот тебе гранатовая кровь вместо моей крови. И отступись, отстань, сгинь. Пусть вместо моей крови кровь гранаты льется, а беда отступит. Примите жертву, черные силы. Тучи рассейтесь, беды отступитесь. Кровью земли уплочена, моя кровь выкуплена от черных сил. Я спасена. Свеча догорит, а беда отступит. Свершилось. О, черная сила, ты хочешь моей крови, ты пришла за моей болью. Не кромсай мое сердце. Не собирай тучи черные над моей головой. Не собирай врагов вокруг меня. Не грози мне бедами. Не ищи моей погибели. Заклинаю тебя силами вечными. Прими в жертву вместо меня кровь земли, гранату. Вот тебе гранатовая кровь вместо моей крови. И отступись, отстань, сгинь. Пусть вместо моей крови кровь гранаты льется, а беда отступит. Примите жертву черной силы. Тучи рассейтесь, беды отступитесь. Кровью земли уплочена, моя кровь выкуплена от черных сил. Я спасена. Свеча догорит, а беда отступит. Свершилось. Попробуйте и увидите, как быстро вокруг вас тучи рассеются, все успокоится, и вам дадут время решить вашу проблему. Вы выиграете время, либо спасете человека от беды, либо своего близкого человека, либо свое имущество, самого себя. Ситуации бывают разные. Но этот ритуал вам очень пригодится. Всем удачи!